Всем доброго времени суток! Многим велосипедистам когда-нибудь придется столкнуться с такой проблемой, как замена рубашек и тросиков велосипеда. Если переключение происходит с некоторой задержкой, то это уже сигнал, что время для замены наступило. А также кто-то просто хочет заменить цвет рубашек. И в этом видео я постараюсь как можно подробно об этом рассказать, а также покажу весь процесс замены. Итак, поехали! Для начала нам нужно закупить все то, что нужно для установки. Это оплетка, наконечники, концевики, а также сами тросики. Ссылки на товары будут в описании. Все продавцы проверенные, так что смело заказывайте. Для того, чтобы выбрать тросики, не поленитесь снять их с велосипеда и посмотреть на форму головок. Для шоссейных и горных велосипедов они могут отличаться. У продавца два варианта тросиков переключения передач и два варианта тормозных тросиков. А также они отличаются по длине. Задний тросик всегда длиннее. Я заказал вариант A-Front и A-Rear для тормозов и D-Front и D-Rear для переключения скоростей. В основном у большинства используются именно эти варианты тросиков. Но еще раз повторюсь, не поленитесь посмотреть, какие именно стоят у вас. Наконечники тоже есть в двух вариантах. Для тормозных рубашек и для рубашек переключателя. Заказывайте сразу оба варианта. Потому что если вы закажете только вариант для рубашек переключателя, то на тормозные рубашки они не залезут. Или наоборот, наконечники для тормозных рубашек будут велики для рубашек переключателя. Эти наконечники алюминиевые, а также есть пластиковые наконечники, которые идут вместе с оплеткой. Можете использовать и их, я же купил алюминиевые. Оплетка тоже есть в двух вариантах. Диаметр базовой модели рубашки переключателя составляет 4 мм, а для тормозной 5 мм. Отличается и способ плетения каркаса. В рубашке переключателя используется плетеный провод, а в тормозной намотана по спирали плоская металлическая полоска. Заказывайте сразу оба варианта. Концевики нужны для того, чтобы ваши тросики не распушились. Устанавливаются они очень просто, а стоят копейки. А также можете использовать натяжители тросиков. Установка и полный обзор есть на моем канале, ссылка будет наверху, а также в описании. С этим разобрались, идем далее. Теперь нам нужно подготовить рубашки тросиков. Для этого просто возьмите старую рубашку и приложите к новой и чем-нибудь отметьте это место. Для того, чтобы обрезать рубашку, можно воспользоваться специальным инструментом. Ссылку на него тоже кину в описании. Но если не хотите покупать и ждать, можете воспользоваться моим вариантом. Для этого нам понадобится ножовка по металлу и полотно с мелкими зубьями. Обязательно с мелкими. Ножовка тоже неплохо справляется с поставленной задачей. Срез получается довольно ровным. Но все равно нужно подровнять напильником. Внутри у нас есть отверстие, которое нужно чем-нибудь выровнять. Вставляем наконечники и рубашки готовы. А теперь перейдем непосредственно к установке. Вначале продеваем рубашки в свои положенные места, затем переходим к установке тросиков. В моем случае стоят шифтеры Shimano Tourney EF41. Для начала сбрасываем передачи. Далее, чтобы выставить в него тросик, нужно снять верхнюю часть. Для этого откручиваем два болта сверху. Снимаем крышку и вставляем конец тросика в отверстие внутри. На видео его не видно, но оно там есть. Затем продевайте тросик, чтобы головка встала на свое место. С тормозными тросиками проще. Совместите все прорези, вставьте тросик и закрепите его в тормозной ручке.
Затем сместите прорези фиксирующего винта, чтобы тросик не выскочил. Все то же самое проделываем с другой стороны руля. Далее продеваем тросик в рубашки, не забудьте вставить наконечники. Для того, чтобы тросики не терли друг от друга, есть специальные пластиковые клипсы, которые избавят вас от этой проблемы. А также есть наклейки, они позволят защитить вашу раму от потертостей. Особенно актуальны они для стальной рамы, которая подвержена коррозии. Но для алюминиевой рамы они тоже нужны, чтобы сохранить краску. Вместо пластиковых пряжек на раме можно использовать металлические. Все ссылки на товары также будут в описании. Затем тросики закрепляем с помощью фиксирующих болтов в переключателе и калибере. Как видно, тросики идут с запасом. Лишнее откусываем кусачками, но только не дешевыми, чтобы срез был ровным. Затем вставляем концевики. Зажимаю я их с помощью стриппера. На нем есть специальные выемки для обжимки проводов разного диаметра. Для нашего случая этот инструмент вполне подойдет. Если же у вас его нету, можете воспользоваться плоскогубцами или кусачками. Но только аккуратнее, чтобы не перекусить тросик. В конце проверяем систему переключения и тормозов. На этом процесс замены рубашек и тросиков закончен. Подписывайтесь на канал, а также ставьте палец вверх, если данный ролик вам помог. Всем добра и удачи! What's up, my people? Yeah. I don't make a real ring too. What? Take it right to my beat too.